Национальный центр «Россия» — это общественное пространство, в задачи которого входит укрепление национальной идентичности, формирование чувства гордости за страну и развитие профессиональных навыков детей и молодежи. Этот масштабный проект создан указом президента Владимира Путина 1 июля 2024 года для сохранения наследия международной выставки форума «Россия» и демонстрации достижений страны на постоянной основе. Национальный центр «Россия» — это территория 28 тысяч квадратных метров. Гастрономические ряды. Выставочное пространство площадью более 6 тысяч квадратных метров. Конгресс-зал на 600 человек. Универсальный зал на 1600 человек. Деловая зона. И даже универмаг площадью 150 квадратных метров с лучшими российскими товарами. Здесь проходят культурные, образовательные, деловые и другие общественно значимые мероприятия. Национальный центр «Россия» — это место пользы, место гордости и место силы для всех жителей нашей страны. Добрый вечер. Спасибо всем, кто до нас дошел. Извините за небольшое опоздание, связанное с организационными накладочками. Меня зовут Валерий Федоров, я генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Я буду модерировать сегодняшнюю встречу, и я приглашаю наших спикеров. Сергей Васильевич Лукьяненко. Добрый вечер. Встречаем. Писатель-фантаст, член Общественной палаты Российской Федерации, член правления Союза писателей России. И Максим Петрович Никитин, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией нанобиотехнологий МФТИ, руководитель направления нанобиомедицина Университета Сириус, лауреат премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых. Мы посмотрим ролик, да? Национального центра России, коллеги? Или сразу начнем уже? Уже посмотрели. Спасибо. Ну, никогда не вредно второй раз посмотреть. У нас сегодня необычная встреча. Первая в, надеюсь, большой и очень интересной серии, которая будет называться «Диалоги о будущем». О настоящем, мне кажется, мы знаем уже почти все, в него глубоко погружены. Прошлое наше мы очень любим. Дискутировать, спорить о прошлом — это практически такой национальный спорт в России. А вот о будущем мы говорим маловато. И если раньше это было связано с таким страхом перед будущим, казалось, что лучше уже даже не говорить об этом, не думать, потому что точно ничего хорошего там не будет. Вот сегодня этот эффект ушел, такого страха перед будущим сегодня стало поменьше, но и какого-то острого желания поучаствовать в обсуждении, а может быть и в создании лучшего будущего для всех нас пока маловато. И мы решили это исправить. В первую очередь, огромное спасибо Национальному центру «Россия», который в конце прошлого года провел первый симпозиум международный под названием «Создавая будущее». Надеюсь, вы о нем слышали. Это была интересная площадка, первый опыт. Будем продолжать. В октябре этого года пройдет второй симпозиум. Но раз в год, конечно же, недостаточно встречаться и обсуждать. Мы решили сделать этот процесс более таким частым, регулярным, упорядоченным. И начинаем мы нашу встречу диалогом на тему научной фантастики как моста между наукой и тем самым созданием
будущего. Поэтому, конечно, Сергей Лукьяненко, центральная фигура нашей современной научной фантастики, оказался здесь не случайно. А от лица науки мы попросили выступить Максима Петровича Никитина, который представляет, во-первых, важнейшее направление нанобиотехнологии. Мы все надеемся жить лучше, здоровее и счастливее благодаря достижениям этой науки. Ну и МФТИ и Сириус — замечательные, крутые бренды образования и науки, которыми по праву гордится Россия. Вот сегодня об этом мы будем говорить. И начнем мы с первой темы. Фантастика как источник идей и вдохновения. Ну, прежде всего, конечно, имеется в виду вдохновение для ученых, для тех, кто может эти прозрения, эти интуиции, эти предсказания, родившиеся благодаря творческому разуму, воплотить в жизнь, сделать частью нашей повседневности. Писатели-фантасты, да не только писатели, кинематографисты, художники, поэты открыли нам немало новых миров. Сформировали у нескольких поколений представление о будущем технологическом укладе и устройстве общества тоже. Десятки лет назад что-то из того, чем мы пользуемся, чем мы живем сегодня, присутствовало только в художественных произведениях. Но как все изменилось? Поговорим о роли фантастики в приближении будущего, в изменении жизни каждого из нас. И мой первый вопрос адресован Сергею Лукьяненко. Какова же она, эта роль фантастов? Фантасты — это провидцы, это пророки, это предсказатели. У каждого из них есть свой хрустальный шар, благодаря которому они смогут точно сказать, что придет в нашу жизнь спустя десятилетия или столетия. Или же связь совершенно противоположная. Своей фантазией, ее полетом они вдохновляют ученых на настоящее открытие. Или же любые совпадения случайные. Расставьте точки над «и». Добрый вечер. На самом деле есть два подхода. Я их условно могу так обозначить, как подход Жюля Верна и подход Герберта Уэллса. Несмотря на то, что это авторы далекого 19-го там, и начала 20 века, но принципы, наверное, те же и остались. Жюль Верн был популяризатором науки. Он следил достаточно внимательно за всем, что придумывали ученые. И как только какая-то идея казалась ему интересной, подводный корабль, и он начинал описывать Наутилус. То есть он был мечтатель, он любил путешествия, любил науку и пытался рассказать о ней как можно более подробно и правдоподобно. Иногда, конечно, он все равно промахивался и отправлял, например, людей на Луну из пушки, но даже при этом он ухитрился сделать удивительное предсказание, потому что пушка стояла примерно там, где находится мыс Канаверал и где стартовая площадка Аполлонов. То есть оттуда действительно люди полетели на Луну. Ну, и там еще есть несколько таких же удивительных совпадений. По-моему, и обратно, когда ядро упало в океан, оно приводнилось примерно там же, где Аполлон-11, спускаемый аппарат. Но это скорее случайность все-таки, а не предсказание. Но он очень тщательно вот так вот старался опираться на факты. Жюль Верн был таким вот именно популяризатором. А вот Герберт Уэллс — это был фантаст совершенно другого типа. Это был человек, который давал волю своей фантазии, выдумывал что-то совершенно не имеющее аналогов в современной науке и писал вокруг этого текст.
Он придумал невидимость, он придумал эксперименты над животными, которые давали им разум, ну вот «Остров доктора Мора». Он придумал «Войну миров», он придумал управление гравитацией с целью путешествий в космосе и так далее, и так далее. Вот это вот скорее подход такой романтико-популяризаторский. Он не пытался объяснить, каким образом летают космические корабли, каким образом экранируется гравитация и каким образом можно из животного сделать человека, но те идеи, которые там были, они, собственно говоря, наверняка многих людей подтолкнули, чтобы начать изучать эти темы. Ну вот сейчас, наверное, есть то же самое. Кто-то из авторов берет существующую научную концепцию и строит вокруг нее художественное произведение, а кто-то из авторов фантазирует, но, возможно, потом кто-то из ученых, взявшись за его книгу, подумает, а ведь это действительно можно сделать. Вот так что писатели, они бывают и провидцами, и подстрекателями к изобретениям. Да, ставят задачи, так сказать, перед учеными. Это был взгляд писателя. Максим Петрович, вы ученый. Вот где и как инноваторы, инженеры, ученые черпают новые идеи для будущего? Озарения, гипотезы, какую роль в них играет фантастика? Вот та алхимия, о которой сегодня уже Сергей Васильевич сказал, вот она, в общем, действительно осуществляется или нет? Действительно ли напитываются люди науки вот тем творчеством, которые, так сказать, создают писатели, фантасты? Может быть, вам лично интересна фантастика? Был у вас такой опыт или нет? Или, может быть, ваши друзья, знакомые, коллеги что-то такое делали под влиянием литературы или кинематографа? Поделитесь. Спасибо большое, всем здравствуйте. Значит, смотрите, я бы сказал так, что на мозг ученого влияет настолько много разных факторов, что вычленить, что конкретно повлияло на то, что тебя осенила какая-то мысль, очень сложно. Но то, где научная фантастика, мне кажется, безусловно играет колоссальную роль, это на стадии становления молодого организма, да, который хочет пойти в науку. И вот для меня, по крайней мере, в моем самом раннем возрасте я посмотрел фильм «Москва. Кассиопея», я восхитился, я решил, что я сейчас, конечно, в космос не могу полететь, но я построю где-нибудь там далеко на Волге плот, и мы с ребятами, это был где-то там 2 класс, мы писали, как мы пойдем, будем собирать там ягоды и грибы и так далее, как будем строить плот, как у нас будет подводный парус и так далее, и так далее. Значит, потом, понятное дело, что когда я прочитал того же Жюль Верна «Таинственный остров», я понял, что вообще-то есть довольно простые вещи, которые можно буквально под рукой, там, жир тюлени и так далее, найти, да, и создать очень интересные вещи, например, бездымный порох и так далее. Значит, сейчас говорят, что отредактировали новую версию Жюль Верна «Таинственного острова», там теперь нет этих рецептов. Для меня было удивительно, но в мое время были. Значит, и вот эти сущности, они все, безусловно, влияют. Но когда человек уже вырастает, я сейчас начал, готовясь как-то к этой сессии, я посмотрел список того, что предсказывала научная фантастика и что было реализовано. Вот в среднем мне показалось, что существует приблизительно 70-летний лаг между тем, что предсказали фантасты. Например, я выписал, я честно не проверял, насколько это точные данные. Фотографию придумали 1761 год фантасты, а изобрели 1830-е. Беспилотные автомобили предсказали там 1951 считается, изобрели там лет 10-15 назад. Значит, к сожалению, у ученых вот этот 70-летний лаг, сейчас ни одно правительство не позволит нам что-то делать, да, мысля, что результат будет через 70 лет. Значит, мы сейчас в других системных координатах, но тут есть еще тоже большая довольно сложность трансляции современных фантастических историй. Какого рода? Что вот если мы посмотрим на предыдущие там века, наверное, да, то люди придумывали фантасты придумывали то, что человечеству очень хотелось, да, то есть
очень хотелось там поехать на другой континент в течение там часов, а не вот как раньше там на кораблях там месяца и так далее, да. Значит, хотелось, еще каких-то таких поговорить с родственником, который тоже живет там непонятно где, не посылая ему письма. Это все было очень понятно. А сейчас, мне кажется, развитие цивилизации уже достигло того уровня, когда мы не очень понимаем, о чем мы мечтали. Наверное, медицина, излечение от всех там болезней и так далее, это единственная вещь, где мы четко понимаем, что хочется. А, например, те же там соцсети, смартфоны, там еще что-то в этом роде. Понимаем ли мы, что это наша мечта? Тот же искусственный интеллект. Мечтаем ли мы, хотим ли мы этого будущего, да? И тут я уверен, что если мы там соцопрос в аудитории сделаем, да, 50 на 50 будет, больше оптимистов, больше пессимистов и так далее. В этом плане мне кажется, вот такой прямой связи, что фантасты подарили какую-то идею, а ученые начали ее реализовывать, эта история уже немножко уходит. Но где фантасты чрезвычайно важны, это в вопросах этики. То есть оно, может быть, чуть-чуть меняется. Вместо того, чтобы придумывать идею, что делать, сильно важнее сейчас историю, как сделать и как не навредить, не убить планету, вот это все. Или как не сделать, да. Вот это вот может быть действительно очень то, что ученые жаждут получить из книг, потому что, смотрите как, когда мы что-то изобретаем, нам в голову что-то пришло, и да, мы это сделаем в эксперименте. Но дальше ответственность буквально единичных авторов, да, ученых, которые сидят в лаборатории, понять, что с этим дальше делать. То ли это, грубо говоря, пропагандировать и там искать последователей и так далее, да, то ли аккуратненько забыть и никому не рассказывать. Вот нас не учат этому. Ни в одном вузе мира нас не учат именно такой глубокой фундаментальной научной этике. Да? То есть, понятно, медиков учат врачебной этике, учат там педагогической этике и так далее, да? А вот что делать с научным прорывом, вот я даже не знаю, есть ли лектора, которые возьмутся учить. Максим Петрович, а вот социологов учат этике, да, и в некоторых странах любой новый этап социологического исследования, он начинается только после решения этического совета. Согласен. Вот. Я про, естественно, научные такие. Да, берите больше на вооружение. Да, спасибо. Да, интересный поворот. Вот из слов Максима Петровича следует, что мы как-то, может быть, отчасти разучились мечтать, разучились желать, да, то есть реализовав понятные более-менее желания, вот сегодня в дефиците. Я, честно говоря, не согласен, потому что полеты со скоростью света пока еще недостижимы. Мы не можем побывать на далеких звездах. Мы можем только мечтать по-прежнему, но реально не ставим этот вопрос о вечной жизни. Да? А это, наверное, главная мечта человечества за все время его существования. Так что все-таки, мне кажется, есть еще о чем мечтать. Но мой следующий вопрос к Сергею Васильевичу. Действительно, технологии сегодня развиваются гораздо быстрее, чем раньше. И раньше бывали случаи, вы мне рассказывали вот перед нашей сессией о Жюле Верне, который написал роман «20 тысяч лье под водой». Вот. И изобретение торпеды, то есть смертоносного оружия подводных лодок, произошло после выхода его в свет. Буквально через небольшой промежуток времени. И замечательный писатель-фантаст рвал на себе волосы. Как же так? Он не успел вписать в свой роман эти торпеды, и в итоге корабль «Наутилус» капитана Немо сражался по старинке, как за 2000 лет до него римские галеры, таранили друг друга своими носами. То есть даже тогда вот это вот быстрый научный и технический прогресс, он уже подхлестывал и вот к таким казусам приводил. А с тех пор прошло 150 лет. Вот и ускорение и научного, и технического прогресса, оно приобрело уже огромный темп.
И вот действительно, технологии развиваются так быстро, что кажется фантастам за ними просто не успеть. Сейчас я не про желание, а вот про именно предвидение, предсказание. Остается ли вообще пространство для творчества сегодня фантастов? Или современная наука и технологии буквально съедают ваш хлеб? Ну, на самом деле Максим очень правильно сказал, что фантастика важна как некий этический придаток к любым изобретениям. Потому что множество вещей, которые нам только еще предстоит изобрести и увидеть в реальности, в фантастике описывались. И, по крайней мере, не знаю, как это будет сделано, но фантасты постарались все социальные последствия представить. Ну, вот, допустим, завтра станет возможным переносить сознание человека в другой носитель, условно говоря, кибернетический, компьютер и так далее. Кем мы будем считать это перенесенное сознание? Тем же самым человеком, его наследником, будет ли он обладать всеми правами, а будут ли у него права на имущество, которое было у человека? Можем ли мы этот компьютер выключить? А если он сломается, надо ли бороться за его исправление так же, как борются за жизнь человека? Ну, любая тема, любой вопрос, который наука, в принципе, пытается решить, в фантастике так или иначе отрабатывалась. И отрабатывалась, конечно, в первую очередь с этической и социальной стороны. Потому что по большей части мы, конечно, не физики, физики среди нас тоже есть, но любое художественное произведение, оно рассказывает все-таки в первую очередь о людях. Так что о чем говорить нам останется. У нас есть вот это вот совершенно огромное поле взаимоотношений между людьми, и стоит только вбросить в реально существующий мир какое-то одно фантастическое допущение неожиданное, ну, не знаю, там, создание виртуальности, создание полноценного анабиоза, сверхсветовых двигателей, чего угодно, наноботов, которые могут вылечить любую болезнь. А дальше можно посмотреть, к чему это приведет. И вот так вот погонять в сознании, описать, и, может быть, это пригодится, когда мы реально дойдем до того, что это изобретем. То есть получается, что фантастика не только прокладывает пути, но и заставляет задумываться о том, куда, в какие двери, да, не стоит стучаться. А это, на самом деле, наверное, это одна из основных функций фантастики. Функция даже не столько прогностическая, сколько функция предостережения от того, что можно сделать даже с самыми благими намерениями. Да, благих намерений у нас всегда в избытке. Максим Петрович, немного другой аспект. Все-таки наука, особенно современная наука, не кабинетная, да, а вот та, которая работает на нас, и плодами, которые мы все буквально пользуемся каждый день, она более прагматична, более практична, от нее ждут результатов. Вы правильно сказали, что 70 лет уже никто себе позволить не может, от идеи до, значит, собственно говоря, предмета. Вот. А ждут буквально завтра. Вот. Интересно, инновационно и при этом суперэффективно. Ну а фантастика все-таки же это свободный полет мыслей, идей. Вот это совершенно два разных там темпоральных режима, да. Вот как возможна синергия между фантастикой и наукой, которые руководствуются совершенно различными принципами. Для одной это должно быть интересно, увлекательно, значит, для другой это должно быть практично, недорого, желательно и очень быстро. Вот можем ли мы вообще об этой синергии говорить, или это все фантазия? Точно можем. Мне кажется, что то, что сейчас... Ну вот мы с Сергеем Васильевичем перед этим поговорили, я как-то отметил, что про такое дальнее будущее фантастика активно пишет. А что мне, допустим, не хватает, как вот здесь и сейчас образно, книг, которые бы воплощали, в том числе рассказывали об истории науки. Я понимаю, что это не фантастика, но, наверное, если бы
писатели-фантасты обращали на эту тему, посвящали ему больше внимания этой теме, да, нам было бы это безумно полезно. С какой точки зрения? Вот, допустим, я занимаюсь, недавно, может быть, кто-то слышал, там было много новостных поводов, значит, открыл некий новый механизм хранения информации в ДНК. Я понял, что ДНК может хранить информацию совсем не так, как предсказывали Уотсон и Крик, и вообще это, некое новое понимание о том, что мы вообще есть шанс, что гигантский пул информации в организме вообще не замечали и ничего не могли о нем понять. Да? А может быть, в нем как раз и заключаются все там ответы на то, как вылечить рак, нейродегенеративные заболевания и так далее. Значит, и мне интересно понять, а как же мне дальше развивать эту науку? И вот, безусловно, я тут обращаюсь не только к фантастическим книгам, но книгам о каком-то далеком будущем, да, но и в том числе о различных рассказах, которые так или иначе рассказывают об истории создания базовых компьютеров, электрических компьютеров, аналогов компьютеров и так далее, да, и пытаюсь все это вовлечь в свою науку, то есть создать новый, биомолекулярный компьютер, исходя из разных идей, которые высказывали разные люди до меня. Это, безусловно, помогает. И вот тут я, на самом деле, вот сегодня там буквально был в центре, шел мимо здание на Тверской и смотрю, вот 3 таблички висят. В одном здании жили академик Скрябин, биолог, известный и так далее. Значит, Олег Ефремов, великий актер, режиссер и так далее. И Фурцева, да, министр культуры, которая, химик-технолог. И вот все они жили в одном здании и, наверное, общались. И вот сейчас я, к сожалению, понимаю, что это, достаточно сложно сделать. Да, Москва уже стала большая, уже новая Москва, там вообще от края до края не доедешь. И вот если бы ученые, фантасты, все, люди креативные собирались бы на каких-то площадках и именно генерили идеи, да, вот это было бы очень полезной синергетической сущностью, которая сейчас отсутствует. Потому что я явно читал сильно меньше, чем Сергей Васильевич, да, и, возможно, если я ему расскажу о конкретной сегодняшней проблеме, которая меня мучает в лаборатории, да, он подскажет, что вон, читай эту книжку, там все написано. Да. Вот этого очень не хватает. Спасибо. Мне кажется, симпозиум «Создавая будущее» может стать одной из таких площадок, но, конечно, их должно быть больше. Спасибо за наводку. Будем думать, как эту проблему решить. А пока мой вопрос к Сергею Васильевичу. Он про все-таки настоящее, да, мы про будущее, а вот настоящее не дает от себя уйти. Китайский лидер Си Цзиньпин несколько лет назад сказал, что мы переживаем перемены, которых не было 100 лет. И вот буквально каждый день мы видим подтверждение. Кто-то это называет великими потрясениями, кто-то называет это глобальной турбулентностью. В общем, щупаем этого слона со всех сторон, понимаем, что он есть, а вот что он из себя представляет, пока не очень. Но все сходятся на том, что мы живем по-настоящему в такое время серьезных перемен. Я понимаю, как можно мечтать о будущем, придумывать его в относительно спокойное время. А вот как в время турбулентное можно работать на будущее, придумывать и перепридумывать это будущее. Итак, мой вопрос. А помогает ли вот эта самая глобальная турбулентность фантастике или, наоборот, мешает? Скорее все-таки помогает, я бы сказал. Потому что, во-первых, когда пишешь, это своего рода эскапизм для автора тоже. То есть ты убегаешь в другую реальность с другими проблемами. И если какие-то мировые проблемы ты решить не можешь, скажем так, условно, одним взмахом руки победить коронавирус, то, по крайней мере, справиться с любыми проблемами в своем романе ты можешь. Так что для меня, например, какая-то турбулентность мировая, она скорее повод сесть и начать интенсивнее работать. А вот когда все тихо и спокойно, можно, конечно, писать, но
Можно и просто отдыхать. Ну вот Стефан Цвейг в годы Второй мировой войны писать практически перестал. Ну, может быть, только свои мемуары написал, но они все такие, значит, проникнуты очень печальным духом, воспоминания об ушедшей эпохе, прекрасной, которой больше не будет. Ну, собственно говоря, и ушел из жизни тоже вот в таком мизантропическом совершенно состоянии. Вот. А вы говорите о том, что все-таки для многих ваших коллег, и для вас в первую очередь, время перемен — это стимул, да? Стимул к тому, чтобы глядеть дальше, смотреть дальше, вот, и работать лучше, глубже, интенсивнее. Ну, в общем, да. Во всяком случае, по фантастике, мне кажется, ситуация примерно такая, что чем больше вызовов вокруг, тем больше фантазия разыгрывается. Ну, кстати, даже если вспомнить историю нашей страны, то первые послереволюционные годы, гражданская война, тяжелейшее время, при этом дикий всплеск интереса к фантастике. Выходила... элита, гиперболоид. Ну ладно, их Толстой писал, находясь все-таки за пределами России, достаточно благополучной ситуации. Но в одной только России выходило большими тиражами, выходило несколько журналов фантастики. У него вот лежит журнал фантастики то ли 21-го, то ли 22-го года. Там и какие-то лучи смерти, и космические приключения, и все на свете. И тираж такой совершенно не маленький. Казалось бы, 21 год, какая может быть фантастическая литература? Так что все сложности, они на самом деле фантастов подстегивают. Максим Петрович, а что с наукой? Как влияет мировая турбулентность на науку? Опыт показывает, что во времена больших войн многие, далеко не все, но многие отрасли науки, прежде всего, конечно, те, которые можно как-то использовать для военных целей, получали очень мощный форсаж. Да, вот вы даже говорили о том, что задумываетесь о том, куда не надо идти, но мы же знаем главный пример, да, создание атомной бомбы. Вот, это дверь, которая была открыта, и многие из ученых, которые ее создали, потом раскаивались в этом. Но далеко не все отрасли науки получают импульс, потому что наука — дело дорогое. Вот, и происходит, прямо скажем, смена приоритетов, их смещение, денег становится меньше. Но это так, как работало раньше. А как сегодня влияет мировая турбулентность на науку? Дает дополнительный импульс или, наоборот, замораживает, мешает, искажает? Ну, безусловно, на мой взгляд, импульс, по крайней мере, в области биологических наук, да, пандемия очень сильно ускорила генную терапию. То есть, если до этого все эти подходы разрабатывались активно, и ученые их давно говорили, что надо там пробовать, тестировать и так далее, но то, что в пандемию пришлось сделать это очень быстро, да, и испытать, в общем, значит, это существенным образом ускорило доведение до клиники разных генных терапий. Значит, и, например, сейчас мы все очень активно переживаем, все человечество переживает про антибиотикорезистентность. Мы понимаем, что уже разработка новых антибиотиков уже супер невыгодная. Это супер затратно, и большая часть там фармкомпаний не готовы вкладывать дальнейшие ресурсы в разработку новых антибиотиков. И в итоге мы переживаем, что мы придем к тому, что там случайно где-то порезался, и все, летальный исход. Значит, но это не значит, что, грубо говоря, человечество это допустит, да? Я думаю, что нынешнее развитие, допустим, искусственного интеллекта, которое в основном происходит из-за того, что нам, грубо говоря, IT хочется развивать, да, оно все равно приведет к тому, что это мое такое предсказание, это личная позиция, да, я никак с Минздравом это не обсуждал. Значит, но мне кажется, что это приведет к тому, что искусственный интеллект будет очень активно использоваться для расчета рисков, допустим, клинических испытаний, да, и в итоге мы придем к тому, что клинические испытания существенным образом сократятся. То есть это будет дешевле, но это довольно такая сложная этическая мысль. Сократятся не испытания, а их сроки. Сроки, да, сроки испытаний. Значит, сложная, на мой взгляд, мысль, но я не знаю, я то ли боюсь этого, то ли радуюсь. В области клинических исследований искусственный интеллект, на него возложат
ответственность. Да? То есть мы все считаем сейчас, что искусственный интеллект — это не сущность, которой присуща ответственность. Да? Ну, это невозможно как бы присудить. Но тем не менее, вот испытание, четкое исследование, измерение рисков, что будет, если мы сократим клинические испытания, да, и понимание, что это сделал какой-то очень умный искусственный интеллект, да, и значит, наверняка посчитал это правильно, да, позволит человечеству, в общем-то, сузить, сократить сроки клинических испытаний и в итоге создать новые антибиотики и так далее, и так далее. И мы реально получим, как бы новые типы лекарств, которые приведут к тому, что люди станут жить еще дольше. Как всем известно, многим известно, что антибиотики — это пенициллин продлил жизнь человечеству на 20 лет. Ни одно другое лекарство так сильно не продлило жизнь человечества. И вот с этой точки зрения я надеюсь, что нас ждет достаточно светлое будущее, хотя тут тоже надо обращаться к фантастике, чтобы вы нам огородили от неправильных решений. Вот говорилось уже о том, что нам не хватает площадок, чтобы, так сказать, вариться вместе в одном котле, взаимно опылять и создавать какие-то прорывные идеи. Но давайте еще с одного аспекта на эту проблематику посмотрим. Идеалы, миссия, да, то есть цели общие, к которым мы стремимся. Вот все-таки раньше такая классическая научная фантастика очень много работала в эту сторону, и многие из всемирно известных фантастов, гуманисты с большой буквы. В конце концов, тот же Уэллс с «Войной миров», да, который предупредил нас об инопланетной опасности, но все-таки вдохновил, оптимизмом, что все-таки у нас есть шанс. Но потом описал ядерную войну в романе «Война в воздухе». Да, но, наверное, это было предупреждение. Да? Это было предвидение. Тогда еще не было мысли даже ни у кого об ядерном оружии. Да, тогда это было предупреждение, или предвидение, а сейчас мы это можем трактовать как предупреждение. Вот мой вопрос. А может ли научное и писательское, творческое сообщество сблизиться через какую-то общую миссию, через какой-то общий идеал? Или уже все настолько фатально, настолько мы все разбежались в разные стороны, и каждый возделывает свой сад, несмотря на других, и зарабатывает свои деньги, не обращая внимания на общие риски и напасти, которые ждут человечество в целом? Ко мне вопрос? Да. На самом деле, наука и фантастика, они сосуществуют. Я веду литературную мастерскую уже несколько лет. У нас есть группа научной фантастики, и в ней есть люди, которые занимаются наукой, которые учатся именно в фундаментальной науке и при этом пишут фантастическую литературу. То есть связь есть, все это работает. Сблизиться, понимаете, тут сложный вопрос, потому что механически, мне кажется, это не может произойти. Давайте соберемся, 10 ученых, 10 фантастов, сядем и сейчас быстренько что-нибудь друг другу наговорим. Какие-то, наверное, мероприятия, действительно, как форум, это помогает. Это все равно должно происходить само собой. Я сейчас выслушал историю про антибиотики. С одной стороны, да, это печально, что возникает антибиотикорезистентность. Например, старый древний нистатин, который все списали со счета, снова начал работать, потому что его перестали применять, и грибочки очень быстро забыли, что это такое. Так мы дойдем до зеленки скоро. Да, зеленка прекрасно работает. Это великолепная вещь. Хотя доктор Пилюлькин говорил, что лучше йод. Он более воспитательную функцию несет. То есть на самом деле, конечно, нам будет помогать искусственный интеллект. Я просто как врач по образованию не могу пройти тоже мимо упоминания этой темы. Искусственный интеллект, конечно, будет нам помогать все создавать. Я думаю, что справимся, не так все фатально. Не будем мы от каждого насморка ложиться и умирать горестно.
Вот. В конце концов, старый добрый пенициллин опять нас спасет. Так само по себе, конечно, нужен контакт. Конечно, нужен постоянный контакт. Ну, лучше, конечно, чтобы и ученые приходили в литературу, потому что когда литераторы пойдут в науку, мы там наворотим делов. Лучше наоборот. И мы будем тогда за счет вас как-то тоже подтягивать свои знания. Ну, я так говорю не о контакте, значит, ради контакта, я говорю о контакте ради спасения человечества. Потому что действительно наш род настолько стал могущественным, вот, что может легким движением руки разрушить собственную планету, вот, и себя самих. Да не можем мы пока, не можем. Не можем? Честное слово. Это все Вы знаете, придумали. это все наше преувеличенное эго. Ой, да мы сейчас тут отравим экологию, да мы сейчас устроим парниковый эффект. Да один вулкан, который хорошенько взорвется, он выплеснет в атмосферу больше пыли и углекислого газа, чем все наши машины и все наши коровники за 10 лет. Так что природа, она, собственно говоря, легко нас переживет. Себя мы можем угробить, а планету точно нет. Планета продолжит Слушай, день существовать. прошел не зря. Хорошая новость первая за сегодня. Спасибо. Спасибо. И у меня Мы вопрос. фантасты добрые. Да. Вот. Я думал, что наоборот, так сказать, полет мысли. Вот. А вы нас тут на землю поставили грешную. За это спасибо. Только нанотехнологии. Вот как до нанотехнологий дойдем, и концепция серой слизи, и всю органику съедим наноботами, и вот тогда можем. Нанотехнологии — это как раз епархия Максима Петровича. И у меня к вам аналогичный вопрос. А все-таки на уровне идеалов, на уровне каких-то общих целей, как вам кажется, возможно вообще сблизить научное и писательское сообщество? Или это такая цель фиктивная, и уже лучше даже не пытаться заняться какими-то более эффективными? Я пример из личной жизни приведу. Значит, в целом, когда мы делаем достаточно серьезные научные проекты, они у нас занимают очень много времени. У меня было пока 3 таких больших проекта. Один я делал 5 лет, другой 7 лет и третий 9 лет. Значит, это довольно тяжело морально, потому что ты в нынешних условиях, когда информация очень быстро разбредается, и ты стараешься затвердить свой приоритет, да, чтобы тебя никто не обогнал в науке и так далее, по понятным причинам. Когда ты там 7 лет делаешь один проект, и никому его толком не рассказываешь, не можешь поделиться как-то, попереживать на этот счет, действительно морально тяжело. И в какой-то момент один проект был посвящен разработке нового принципа терапии с помощью как раз нанотехнологий. Значит, большая, красивая, крутая история. Значит, реально в какой-то момент, где-то через 5 лет, я думал бросить. То есть долго не получалась эта история, никак не работала, ничего. И в какой-то момент я оказался на спектакле Алисы Бруновны Фрейндлих, моноспектакль «Оскар. Розовая дама». Я специально ездил из Москвы в Петербург, там смотрел спектакль, возвращался назад. Значит, на меня это произвело настолько колоссальное впечатление. Я раньше думал, что нельзя там сравнивать, допустим, там театр с цирком, с кино и так далее. Вот тут я для себя четко навсегда утвердил. Это лучшее, что я испытывал в своей жизни. Значит, эта история она довольно сложная этическая история про маленького мальчика, больного лейкозом, значит, и сиделку, которая с ним взаимодействует. Посмотрев этот спектакль, я понял, что я испытал, наверное, 7 катарсисов. Тогда я понял, что такое катарсис. Я знал в теории эти высшие... 7 испытали, 7 за один спектакль. За один спектакль. Это спектакль фантастический. Он длится порядка 4 часов. Алиса Бруновна, единственная на сцене. Значит, и помимо нее находится порядка 4-5 предметов на сцене. То есть очень мало предметов, с которыми взаимодействовать. Тем не менее, она держит публику настолько... В общем, все, когда выходят, все мужики рыдают, в гардеробе просто слезы реками. Это очень трогательный спектакль. Я очень рекомендую посмотреть его в YouTube, он есть, или на других площадках. Значит, действительно фантастическая история. Так вот, она меня тогда впечатлила... «Оскар. Розовая дама».
«Оскар. Розовая дама». Значит, он на меня настолько повлиял, что я сказал, что фиг с ними, со всеми с трудностями, я совсем справлюсь, добью этот проект. И в итоге все получилось, очень высоко его опубликовал и так далее. Подытоживая, я бы сказал так, что если творческие люди из индустрии вообще, вот писатели и так далее, музыканты, если вы сразу не понимаете, что вот вы на кого-то влияете, да, ну что-то вот сейчас сделали что-то полезное, точно знайте, на кого-то вы точно повлияли, и это действительно может, ну, не будем говорить про поменять мир, но оно того точно стоит. Я вот безумно благодарен Алисе Бруновне, что она вообще всю эту историю затеяла. Я надеюсь, что этот спектакль даст мне силы довести эту технологию в клинику, и рано или поздно мы начнем и все лечиться. Спасибо. Спасибо. Вдохновляющий пример. Давайте немножко сменим вектор. Вот мы сейчас значит, так поразминались интеллектуально, а сейчас чуть посерьезнее поговорим. Я вот предлагаю 3 такие взять темы, которые активно обсуждаются, и здесь вот ваш такой глубокий профессиональный взгляд мне был бы очень интересен. Поговорим о так называемых фронтирах, да, то есть вот об основных аренах, так сказать, группах вопросов, которые сейчас привлекают огромное внимание, куда вкладываются огромные деньги, где очень высокие риски, но и возможные куши вот, тоже кажутся просто фантастическими. Что это за фронтиры? Ну, это, конечно, искусственный интеллект, вот знаменитый хайп, пузырь, перепроданный многократно, но пока еще нас не отпускающий, пока еще не проколотый пузырь. Конечно, это все, что связано с радикальным продлением жизни. И, наконец, это устройство общества, вот, справедливое или не очень. Я бы даже сказал так, устройство и переустройство. Конечно, есть и другие интересные фронтиры, но мне кажется, вот сейчас это то, что в фокусе внимания находится, и нам тоже нужно об этом поговорить. И я предлагаю начать с Сергея Васильевича из феномена искусственного интеллекта. Вот, мы все помним знаменитое предсказание сингулярности вашего американского коллеги Вернера Винджа. Кто не в курсе, технологическая сингулярность, как предполагается, будет означать конец человеческой эры, вот, и человеческого разума как самостоятельного явления. То есть люди-то останутся, но вот в каком качестве? Вот, возможно, примерно в качестве домашних животных у искусственного интеллекта. Вот, есть и такие прогнозы. В общем, все может перевернуться просто с ног на голову, причем произойдет это очень быстро, буквально мгновенно. Еще вчера этого не было, значит, уже через несколько минут или секунд все уже по-другому. И обратного пути нет. В общем, наш фронтир — это взаимодействие естественного и искусственного интеллекта. Возможно ли в ближайшее время, или не очень ближайшее, такое гибридное киберчеловеческое общество? И как оно может быть устроено? И кто в нем все-таки будет главным? Люди или роботы? И в качестве небольшого такого импульса я попрошу включить презентацию. Покажу один слайд. Это результаты опросов общественного мнения, который ВЦИОМ провел. Мы спрашиваем наших соотечественников, как они думают, что случится в ближайшие 10 лет из вот разнообразных прогнозов. И вот здесь я хочу привлечь ваше внимание про значит, изобретение лекарства от рака, ну, а мы чуть позже поговорим о радикальном продлении жизни, победа над наследственными заболеваниями и искусственный интеллект. Искусственный интеллект превзойдет человеческий. Каждый 5-й из наших соотечественников и современников уже сейчас в этом уверен. А что думаете вы? Ну, смотрите, пока никакого искусственного интеллекта, разумеется, нет. Ну, в том смысле, в котором вкладывают в него люди обычно, когда говорят. Нейросеть — это не искусственный интеллект, но беда в том, что мы плохо себе представляем, как возникает разум, где он возникнет. И опять же, даже симуляцию разума мы можем создать такую, что для нас принципиальной разницы не будет. Интеллект он или
он просто его имитирует. Очень сложный, размытый вопрос. А искусственный интеллект, ну раз уж так повелось говорить, это, разумеется, вещь чрезвычайно опасная. Я здесь скорее поддержал бы Илона Маска всячески, который предупреждает, что этого делать не надо, это надо ограничивать. К сожалению, никто не будет слушать ни меня, ни Маска, потому что каждая страна будет думать о том, что она не может остаться в стороне и не создать себе такую удобную, мощную во всех смыслах, и военных, и экономических, и научных штуку. Просто никто не поверит, что другие остановятся. Да, естественно. Дело в том, что искусственный интеллект изначально находится в гораздо лучшем положении, чем человек. Наше мышление, оно проистекает на, скажем так, электрохимической природе. То есть сигналы между нейронами передаются не со скоростью света, а у искусственного интеллекта этого ограничения нет. Поэтому искусственный интеллект, если он возникнет, он в любом случае будет гораздо быстрее нас. Он будет быстрее думать, создавать, прогнозировать, просчитывать свои реакции и так далее. Когда он возникнет, это не будет ситуация, что компьютер с нами заговорит и скажет: «Кто я? Ты мой создатель». Нет, он за долю секунды все это проанализирует, поймет и далее задумается над тем, что ему нужно делать дальше с этими создателями. Может быть, их стоит выключить, чтобы они его случайно не выключили. Это одна из возможных вполне ситуаций. Тем более мы создаем все больше и больше роботов, которые вполне могут быть такими нормальными, удобными эффекторами. А далее перехватываем контроль над ядерным оружием, над биологическим, выпускаем вирусы, и все, человечества нет. Остался искусственный интеллект и роботы, которые поддерживают деятельность на электростанциях. Это один вариант. А второй вариант, он ничуть не лучше. Искусственный интеллект думает, говорит: прекрасно, я вам благодарен, люди, я сейчас вам устрою чудесное общество и решу все ваши проблемы. Он решает все наши проблемы, на любой вопрос тут же дает ответ. Все живут в прекрасных чистых домах посреди великолепной природы, и по первому запросу к ним приезжает прекрасная синтезированная еда, а на огромном экране разыгрываются превосходные фильмы. Все, человечество вымирает счастливое, довольное и ничем абсолютно не занимающееся. Вот. А может быть, просто погружается в виртуальность, здравствуй, матрица, и это будет хорошая виртуальность, все там тоже будут счастливы и будут тихо, бесконечно умирать. Мы создаем конкурента, которому мы не нужны. Мы для него либо противники, либо в лучшем случае такие вот, ну, скажем так, старенькие родственники, которых надо бы отправить в дом престарелых. И пусть они там живут. Но я так понял, что мы не создаем, а мы можем начать создавать, потому что нейросети, как вы уже сказали, это не искусственный интеллект. Да. Но мы не можем пока досконально понять, в какой момент, играя, экспериментируя с нейросетями, с другими технологиями искусственного интеллекта, мы не можем понять, в какой момент вот произойдет вот этот щелчок и возникнет действительно разум. То есть все-таки это может произойти? Я думаю, это может произойти. Все наши детские игры с нейросетями, которые ничего нового, как известно, не создают, а только вот бесконечно перебирают, значит, последовательности, собственно, наших мыслей, идей, следов. Вот, они все-таки могут, как ни странно, привести к скачку. Могут привести к скачку, тем более то, что мы видим вот в виде нейросетей, это же надо понимать, что это очень ограниченная часть доступной им мощности. Потому что никому не интересно любому Васе Пупкину выдавать полноценную, работающую на все 100% нейросеть, чтобы он говорил: расскажи мне смешной анекдот. Вот. Нет, ему выдадут очень простую версию, которая его тоже устроит. А реально нейросеть гораздо способней и гораздо полезней, чем то, что попадает к нам в гражданский такой оборот. Полезнее, так сказать, с точки зрения наших сегодняшних потребностей, но опасней, с точки зрения вот того сценария сингулярности, о котором вы говорите.
Здесь Вернер Винч достаточно правдоподобно. Я, может быть, с ним по срокам и могу поспорить, но вообще опасения у него обоснованы. Да, так что это настоящий фронтир, вот, за который нам придется бороться и на котором нам придется, скорее всего, бороться просто за свое существование. Хорошо, пойдем к следующему фронтиру. Максим Петрович. Радикальное продление жизни. Опять рисуюсь на экран. Вот из вот этой десятки как бы крупнейших, серьезнейших открытий, которые ожидаются в течение ближайших 10 лет нашими соотечественниками, как минимум 2 касаются радикального продления жизни. И разговоры об этом идут, конечно, давно, и есть прогнозы очень распространенные о том, что наконец-то мы сможем создать персональные лекарства. И каждый получит только свой уникальный коктейль, который позволит решить именно ваши или мои персональные медицинские проблемы. Вот. Они просто приходим в супермаркете и выбираем все, что нужно, и что не нужно, получаем нагрузку. Вот. Но это все прогнозы. Есть запрос, он гигантский. Мы все хотим жить долго, счастливо, хотим чувствовать себя прекрасно. И кто-то даже что-то делает для этого. Вот. Правильно питается. На том уровне, который наука называет сегодня правильным. Что она скажет завтра, мы просто не знаем. Может выясниться, что половина этих рекомендаций были вредные. Увы. Это тоже может быть. В общем, мы пытаемся что-то делать, но мы, конечно, очень рассчитываем на науку, что вы подарите нам вот эту бесценную просто возможность жить на 20, 30, 40 лет больше. Я помню, Сильвио Берлускони, премьер-министр Италии, обещал это сделать, сказал, что целый институт, создал. Вот. Но, к сожалению, он уже умер. Вот. То есть при его жизни это обещание не реализовалось. А может быть, он не умер, может быть, он в юном молодом теле спокойно отдыхает где-нибудь на вилле. Да, перешел в новое и качество. Посмеивается, да. Абсолютно. Может быть, вот это уже не наука и не фантастика, это уже конспирология, мне кажется, да? Да, об этом в другой раз. Все-таки, Максим Петрович, что вы думаете о сценарии радикального продления жизни? Насколько он вероятен? И, может быть, здесь искусственный интеллект может как-то нам помочь сэкономить время. Вот. Или же этот сценарий все-таки, увы, в ближайшее время, если положа руку на сердце, недостижим? Я здесь оптимистичен. Мной в целом как-то почему я вообще пришел в медицину, и в биологию, я для себя когда-то сформулировал такой принцип, что IT-индустрия, она пытается решить проблемы, которые люди еще не очень понимают, какие они у них, а медицина решает, биология решает проблемы, которые давно назрели, и мы все знаем о них и очень хотим решить. Поэтому я пошел сюда. При этом да Винчи сказал такую фразу, мне очень она нравится, что если бы все люди были одинаковыми, медицина была бы наукой. Поскольку они все разные, это искусство. И 5000 лет прошло, а мы все где-то там приблизительно, на том же уровне. Понятно, что развились, но тем не менее. И тут я понимаю, что нас ждет, я верю, что это может быть не 10 лет, но, грубо говоря, 20 лет точно, а, грубо говоря, глубокое переосмысление того, как мы воспринимаем понятие жизни. То есть мне кажется, что мы сейчас смотрим на жизнь, как Птолемей смотрел на звездные объекты на небосклоне. Очень хорошо описывали, то есть разные звезды по разным сложным траекториям крутились на небе, и мы вроде могли даже предсказать, что какие объекты где там окажутся через какое-то время. Потом пришел Коперник, сказал, что на самом-то деле просто Солнце ставим в центр, и все в итоге потом еще пришел Максвелл, и в итоге 4 уравнения описывают всю физику. Нам не хватает какого-то такого же переосмысления биологического организма. Когда мы поймем, что несколько уравнений, я не знаю, 4, 10, 20 или сколько-то, описывают всю систему, и это становится красиво и легко,
да, для понимания. Вот тогда мы сможем, ну, грубо говоря, вылечить там сложные заболевания и так далее. И тут, безусловно, искусственный интеллект нам это поможет сделать. Но не в том формате, что он как бы сам все поймет, сам все вылечит, да, а в том, что он сможет автоматизировать процессы, наши эксперименты. То есть мы создадим автоматизированную лабораторию, которая уже создается, да, и просто очень сильно наберет сильно больше данных, чем есть у нас сейчас. И тогда я все равно, я не очень верю, что это искусственный интеллект придумает, я верю все-таки, что будет человеческий мозг, который осознает, как описать всю эту систему в нескольких уравнениях. И вот тогда мы победим все. Спасибо. Мы оптимисты. Ну, а тогда поговорим еще об одном фронтире. Вот когда в последнее время, ну, последние, может быть, лет 20-25 размышляют люди о будущем, на первый план обычно выдвигается все связанное с технологиями. Ну, наука сначала, а затем технологии. А вот, собственно, социальный аспект, то есть те законы, по которым мы живем, устройство нашего общества, нормы, отклонения, вот, мне кажется, этого в фантастике стало сильно меньше. В то время как реальность, ну, такова, что вот нынешнее устройство глобального общества, оно, конечно, никуда не годится. То есть вот если так все будет продолжаться, то точно Земля наша сойдет с орбиты, вот, и очень скоро. Вот, и ничего хорошего нас не ждет. И не случайно все больше прогнозов о том, что наступают новые темные века. Можно, конечно, ругать их авторов за алармизм, но я напомню, что дважды в истории человечества такое уже происходило. Самый известный пример, конечно, это гибель Римской империи, последующее мусульманское нашествие и, значит, декаданс и демографический, и экономический, и культурный. К уровню жизни, достигнутому в Римской империи, Европа, причем не вся, только самые прогрессивные ее части, вернулись только в XVIII веке. Через 1500 лет. Но был еще и другой коллапс, да, в начале первого тысячелетия до нашей эры. Вот, это тоже были темные века, вот они хорошо, так сказать, просматриваются в истории Эллады и других средиземноморских цивилизаций. То есть высочайший уровень развития, который был достигнут до их наступления, он был утерян. И затем только спустя 400-500 лет вот, начался какой-то процесс восстановления. То есть мы это уже проходили минимум 2 раза. Вот. Почему это не может повториться? И, соответственно, возникает запрос на какое-то совершенно другое социальное устройство. То есть оно должно быть радикально отличным от того типа глобального капитализма, который мы имеем сейчас. Но вот что это за социальное устройство и насколько такое переустройство вообще возможно? Вы не боитесь острых тем. Вот, мы ваши книги любим за то, что они не перегружены сугубо техническими инновациями. То есть вы не идете по такому проторенному пути, вы как раз огромное внимание уделяете именно социальным аспектам человеческого существования. И ваши книги интересны еще и как такие вот социальные, что ли, полигоны экспериментальные. Вот как вы думаете, насколько этот фронтир сегодня может реализоваться, может быть востребован, может дать нам импульс к радикальному переустройству нашей жизни? Ну, на самом деле понятно, что та система, которая у нас ассоциируется с капитализмом, западным обществом, она, в общем, тупиковая. У нее есть сильные стороны, иначе бы она так долго не существовала, но в конечном итоге она для человечества вредна, опасна и должна быть, разумеется, ну, как минимум реформирована или демонтирована. Вот. Ну, если бы я знал, как действительно устроить социальное равенство, общество правильно, я бы, наверное, сейчас сидел там в Кремле и докладывал про то, как это надо сделать. Вот, что вот Руфь это не надо кирпичами чистить.
Вот. Но, к сожалению, не знаю, нет. Вот. Ну, можно попытаться просто посмотреть, опереться действительно на то, что происходит в мире. Во-первых, мы должны, наверное, четко понимать, что в мире падает действительно массовая ценность знаний. Падает она по той простой причине, что нынешний мир во всяком случае, для Европы, России, Америки, для Китая, для множества других стран стал достаточно безопасным и достаточно сытым. То есть если раньше люди стремились к знаниям, стремились их получать, потому что это давало какой-то хотя бы шанс выжить, то сейчас, в принципе, можно выживать, занимаясь ничем. Делая какие-то в ТикТоке ролики, смешивая кофе и продавая его. Даже семью уже не обязательно заводить, чтобы выжить. Семью не обязательно заводить, детей не обязательно заводить. Потому что, ну, раньше всегда, вот человек, да, он в 15 лет женился, тут же начали рождаться дети, едва встали на ноги, пошли землю копать, и вот все нормально, существует семья. Как война, так все, старшие хватают палки, бегут воевать. Вот. То есть чем больше людей, чем лучше они обосновались, тем они крепче друг за друга держатся, и все в порядке. А сейчас не обязательно, да. Ты в 40 лет можешь быть молодым, подающим надежды и ничем не занимающимся. К чему это все приводит? Ну, это приводит действительно к девальвации у огромного количества людей ценности знаний, их самостоятельного обучения. В школах у нас ужасная сейчас школьная система, позвольте мне это сказать честно. Не учат сейчас в школах знания получать, а учат, скажем так, давать какие-то отчеты с помощью чатов во многом. Ну, нейросетей. Так что ценность знаний падает, количество населения тоже будет уменьшаться. К этому пришли все развитые страны. И, к сожалению, так будет и дальше. Потому что раньше необходимо было 10 человек, работающих на Земле, чтобы один думал головой, еще один, не знаю, что-то мастерил руками. А через какое-то время потребуется один человек на Земле, чтобы прокормить 1000 или 10 тысяч. Вот. Так что необходимо... Или даже один робот. Да. А он будет как раз роботами управлять, приглядывать за ними, естественно, а не пахать. Так что мы столкнемся, во-первых, с тем, что общество начнет стареть, сокращаться, и при этом выше, так сказать, по социальной лестнице, просто в силу возраста, начнут продвигаться люди, не очень-то образованные, не очень-то умеющие думать. То есть это во многом те, кто сейчас воспитывается. Это не только наша беда, не только российская. Поверьте, в Европе, в Штатах еще хуже. При этом, конечно же, сохранится определенная прослойка людей, которые четко понимают, что знания нужны. И произойдет, по сути, такое вот расслоение на узкое интеллектуальное меньшинство, процентов там 10-15, которые действительно будут образованы и будут уметь получать знания, пользоваться всеми благами науки. И достаточно такое вот необразованное, верящее всему чему угодно, от плоской земли до, не знаю, до чего... до лохнесского чудовища и привидений. Но это же Элои и Морлоки, да, на новом уровне. Я к этому и клоню. Вот. Ну и, разумеется, кончиться может тем, что вот эта вот огромная масса, она попытается, так сказать, всех этих непонятных умников изничтожить, что приведет к еще большему расслоению общества, жестким роботизированным войнам, меньшинства против большинства, причем по интеллектуальному признаку. Это вполне реальная картина будущего, которая может возникнуть. Если мы не поменяем парадигму образования, воспитания и, собственно говоря, взгляда на то, каким должен быть наш мир. Чего нам не хватает? Я считаю, для этого нам, по большому счету, не хватает какой-то большой
цели большого какого-то направления. Нам не хватает пространства, куда можно выплеснуть энергию, куда можно выплеснуть население, чтобы оно действительно рвалось, добывало чего-то, выгрызало, и снова потребовалось учиться, размножаться и завоевывать мир, бороться с природой. Нам не хватает космоса, нам не хватает освоения Солнечной системы для начала. Как только появится некая такая глобальная цель, она позволит обществу очень сильно оздоровить, вернет ценные знания, и, возможно, социальную структуру мы тоже сумеем сделать более правильной. Потому что пока мы вот так вот колеблемся, где-то капитализм, где-то совсем дикий капитализм, где-то капитализм в смеси с социализмом, но все эти структуры все равно несут те или иные болячки в себе. Смотрите, какое интересное произошло переосмысление роли космоса в жизни человечества. Если раньше космическая экспансия рассматривалась как такое проявление витальности, да, то есть такого жизненного потенциала, страсти к росту и распространению человечества, то сегодня, тот же Илон Маск упомянутый, он для чего на Марс-то стремится? Он считает, что уже человечество не спасти. Уже так мы планету загадили, что надо срочно эвакуироваться. И опять-таки уже цитировавшийся Вернер Винч, да, он же четко говорит, нам нужны космические поселения, потому что это повысит не очень существенно на сегодняшний момент вероятность того, что человечество вообще сможет выжить. Да, естественно. Но помимо того, что это определенное резервное такое хранилище генофонда, то есть не надо все яйца класть в одну корзину, а все человечество на одну планету. Но помимо этого я считаю, что действительно необходимость развиваться, бороться с совершенно не предназначенными для людей условиями космоса, это то, что будет очень сильно в социальном и нравственном и прочих планах общество оздоравливать. То есть это вызов, который нам крайне необходим. Да, причем это мирный вызов, да, это хороший мирный вызов для всех. Знания, да, чтобы нам потребовались новые знания и сверхусилия. И сверхусилия, и физическая культура, и рост населения, и рост технологий, и экологии, всего на свете. То есть нам нужен сильный вызов. Отличная идея. И мы переходим к заключительной части нашей встречи, которая как раз идеям и посвящена. Потому что фантастика ценна не возможностью такого эскапизма, бегства в какой-то придуманный мир. Нет, она ценна, конечно, прежде всего идеями новыми, яркими, свежими, волнующими, будоражащими. И этим она ценна в том числе и для науки. Но где брать эти идеи? Мы сегодня неоднократно по ходу дискуссии наталкивались на то, что некоторый комплекс, что ли, идей, общераспространенных, он во многом уже, исчерпан, уже не зажигает это все, уже не возбуждает. А потребность в прорыве есть. Об этом и Максим Петрович говорил. Помните, те самые 5 или 10 уравнений. Да, вроде информация вся накоплена, а скачка, прорыва нет. В общем, поговорим об идее образования. Где же нам брать те самые ценные, яркие, свежие идеи? Обычно считается, что эти идеи должны от молодых людей идти. На них вся наша надежда. Они со своим задором, с энергией молодости, скажут свое слово. Но так ли это или нет? И я Максиму Петровичу, который, напомню, в Сириусе работает, в нашей ведущей прогрессивной школе будущего, хочу спросить, вообще возможно ли поддержать этот порыв? Да есть ли вообще этот порыв или нет? Или это все наши просто иллюзии? Когда-то молодые поколения действительно смело смотрели вперед, а сегодня, может быть, уже не так. Может быть, уже сегодня молодые поколения боятся будущего. Кстати, я не драматизирую. В Соединенных Штатах сегодня по Америке, по общему признанию, молодое поколение гораздо несчастнее поколения их родителей.
и они охвачены пессимистическими настроениями, потому что четко понимают, так хорошо, как их родители жили, они жить не будут. Для этого нет возможности в нынешней системе. А что у нас? Есть ли все-таки шансы? В чем он? Можем ли мы этот креативный порыв стимулировать, поддержать, направить его в созидательное русло? Какую роль здесь система образования может сыграть? Ведь она же призвана готовить людей, давать им самые лучшие знания, но мы все понимаем, что это не так. Что это не так, увы. Сегодня система образования консервирует, и это, конечно, важная функция, без этого никуда. Вот. Но консервирует, мне кажется, слишком большой такой дистанции, там 20, 30, 40 лет. А вот из того, что сегодня на переднем крае, она ничего не передает почти. Не нашла она еще таких способов. И все попытки, к сожалению, не осуществляются, не приносят результата. Есть ли все-таки надежда? И в чем она? Тут я опять оптимистичен. Значит, я сейчас работаю в Сириусе, да, но я работаю в университете, а параллельно есть образовательный центр для школьников и так далее. Я искренне завидую нынешним детям. То есть, причем даже не знаю, там, белые и черные зависти, в общем, всячески завидую. То есть, то, как мы, шли в науку, обучались чисто в теории, да, были учебники, ты читаешь учебник, сдаешь экзамены вперед. И восхищаешься, что, наверное, когда-то там ты поборешь там рак, в космос полетишь и так далее. Все в теории. Значит, сейчас дети в Сириусе делают проекты с реальными учеными, то есть, и мы, и другие коллеги активно работают со школьниками для того, чтобы действительно сделать какую-то работу. Да, она пускай будет не совсем передний край, реально сложный проект. Но, тем не менее, это действительно новое, это интересное и это значимо. Значит, конечно, идея вообще Сириуса, она фантастически хороша для решения как раз той самой задачи найти тот один уникальный мозг, который найдет все эти 5-10 уравнений, о которых я говорил, да? То есть мы не знаем, где он родится. Он может родиться в любой точке планеты, и если в нашей стране, нам его надо найти, правильно воспитать, дать ему правильные книжки почитать в детстве, да, потом, и так далее. Значит, и в этом плане то, как работает Сириус, то, что действительно любой человек со всей страны может легко приехать туда и поговорить с ведущими педагогами, мне кажется, и показывает эту действительно существующую сущность о том, что наука — это фантастически реально работающий социальный лифт. Да? Мы недавно сидели там на одном совете, Максим Яковлевич Протусевич, сказал хорошую идею, что сейчас, в нынешнее время, мы все начали говорить про социальный лифт, а раньше все говорили про социальную лестницу. Да? То есть мысль такая очень важная, что лестница превратилась, ножками уже идти не хочется, и мы это видим на самом деле. То есть нынешнее поколение, я уже на самом деле сам понимаю, что я пугаюсь от того, я вроде еще молодой ученый, но реально мыслю, что новое поколение уже не то совсем, как мы, и так далее. Меня это пугает мысль. Но я действительно понимаю, что при всех этих условиях, при том, что Сириус возит ребят со всей страны, показывает им все лучшее, все равно есть фактор, то, что действительно приезжают в Сириус, действительно очень мотивированные ребята, с ними приятно работать в качестве ментора. Но, тем не менее, мотивацию хотелось бы, конечно, развить еще больше. Потому что вытерпят ли они, действительно такие многолетние проекты, я не уверен. Будем надеяться, что вытерпят. При этом тут, безусловно, очень важно развивать не только ребят, но и менторов. То есть это та вещь, которая... понятно, что из Сириуса потихоньку и менторы вырастят, но сейчас, к сожалению, наверное, из-за капиталистического какого-то строя и так далее, время крутых менторов очень дорого, да, его не потратить на всех желающих. Это действительно, на мой взгляд, нерешаемая задача. Но при этом, допустим, в моем детстве было, что я в 8 классе придумал идею, как сделать полностью круглый робот, да, то есть шарообразный, у которого нет никаких торчащих вещей, он просто катится просто так. Я пришел к своему учителю физики, не к своему, в параллельном классе, значит, сказал, давайте я сделаю такую штуку. Он сказал, зачем, поставь этот шарообразную штуковину на 4 колеса, она поедет. Я не смог красиво продать эту идею, да, преподнести ее.
Потом мой одноклассник, с которым я пытался это делать, поступив в аспирантуру, ну, там, год 2010, короче, через 10-15 лет, он начал заниматься этим проектом в Корнельском университете как своя кандидатская диссертация, ну, как его кандидатская диссертация. И в этом плане я вот понимаю, что менторы должны действительно поддерживать любые, ну, не любые, но вычленять красивые идеи и тренировать ребят, придумывать идеи. Вот мне кажется, Сириус максимально заточен именно на придумывание идей, на развитие креативного потенциала, да, то есть не выполнение лабораторной работы по стандартному написанному там протоколу, да, а вот именно как придумать, как не побояться своей идеи. И вот тут в этом плане я, конечно, всем родителям очень рекомендую посылать всех своих детей в Сириус максимально рано, чтобы они креативили и А их там творили. примут? Их, ну, если они будут достаточно мотивированы и выиграют конкурс соответствующий и так далее, конечно, их примут. Да, Сергей? Да, позвольте, тоже влезу. Я был в Сириусе, и действительно это прекрасное место с огромным количеством умных детей, прекрасных преподавателей. Вот. Ну, знаете, это бывает, когда приходишь в какое-то место, а там прямо пространство искрит от мыслей. У меня вот старший сын ходил, долго занимался шахматами, вот придешь, там сидит зал 100 юных шахматистов, и там прям молнии под потолком сверкают, все напряженно думают. Вот. И это прекрасно, но да, но у нас, к сожалению, не все так настроены учиться и заниматься. Хотя возможности реально есть. Реально сейчас страна дает огромные возможности для всех, кто хочет научиться, причем неважно, где он живет, в какой школе учится и так далее. Это сейчас не надо, как Ломоносову, идти с обозом зимой и добираться до Москвы. Можно и до Сириуса добраться, и до Москвы, и куда угодно. Вот. Знаете, я бы так еще тоже немножко поэтичнее добавил, поддержал то же самое, что говорит Максим. Кто читал Сент-Экзюпери «Ночной полет», помнит, там в конце есть такая короткая мысль, когда герой проходит по поезду и видит спящую семью, грубые люди, явно занимающиеся тяжелой работой, лица, в которых, в общем, нет практически никакой мысли. И рядом спит их ребенок, очень умное лицо, ангельская внешность. И он думает про то, что вот этот ребенок похож на маленького Моцарта. И в каждом из этих людей убит Моцарт. Вот. Ну и, собственно говоря, я бы тоже хотел сказать, главное, чтобы в каждом ребенке не погибал ни Моцарт, ни Эйнштейн, ни Пирогов, чтобы все могли найти, как реализоваться и в чем. Возможности для этого есть, желания у многих не хватает. Очень не хотелось бы, чтобы 10% получали знания и радовались им, а 90% довольствовались мыльной оперой и чатом GPT. И последний вопрос. Наше время близится к концу. Это вопрос тоже к Сергею Лукьяненко. Вот наука сегодня очень сложна. Очень сложна. И один человек сегодня, ну, мало что может сделать, к сожалению, даже если он гений. Да? То есть сегодня главные открытия все-таки совершаются коллективами. Ну, не потому, что люди поглупели, вот, а потому что, ну, так сказать, слишком уже далеко мы продвинулись по этому пути открытий. И вот в этой связи вопрос, а возможно ли вообще польза от идей, возникающих среди непрофессионалов, так сказать, любителей, обывателей, обычных людей? Польза от идей, ну, настоящая, серьезная, фундаментальная. Да, вот мы же говорим об идее образования. Нам, может быть, вообще не стоит слушать это самое 90% значит, человечества, которое вообще не в курсе того, что на самом деле происходит. Вот, и где он там передний край и фронтир науки. Или это все-таки ресурс для идеи образования? Как вы считаете, должен ли голос обычного человека здесь был слышен? Или он скорее так, знаете, белый шум?
убираем? Да, должен быть. Во-первых, потому что всегда человек может неожиданно сказать то, о чем никто не задумывается. Вы знаете, как в свое время в 50-х годах прошлого века, по-моему, даже еще и в космос не было полетов, фантаст Артур Кларк описал спутники связи. Он придумал, что можно вот на геостационарную орбиту, если вывести туда такие ретрансляторы, то можно будет на всю Землю транслировать оттуда все. Потом он очень сожалел, говорит, что же я патент-то не взял. Я бы стал самым богатым человеком в мире, если бы это придумал. То есть люди могут придумать неожиданный простой подход там, где профессионалы об этом не думают. Так что, конечно, надо слушать, конечно, надо думать, но для того, чтобы эти идеи были более полезны, конечно, надо, чтобы люди тоже немножко представляли, как устроен окружающий нас мир, как устроены они сами, и, собственно говоря, как все вот функционирует. Спасибо. И мои вопросы закончились, но есть еще вопросы тех самых молодых и пока еще простых людей, которые все-таки чуть-чуть подготовились, сформулировали. Их много, но я задам с учетом дефицита времени только два. Первый вопрос будет Максиму Петровичу. Он от Елизаветы Подберезной, студентки 4-го курса университета имени Плеханова. Сегодня растет интерес к стимуляции мозга для управления сновидениями и одновременно к цифровому детоксу. Какое из этих направлений, по вашему мнению, нужнее и полезнее для общества будущего? Ну, безусловно, интерфейс мозг-компьютер — это то, о чем все думают. В основном, в первую очередь, на ближайшую перспективу это для лечения нейродегенеративных заболеваний, в частности, чтобы там бездвижные люди могли начать двигаться и так далее. Значит, про сновидения я, честно говоря, то есть такой спорный вопрос, то есть я очень поддерживаю всю эту тему, но управление сновидениями, на мой взгляд, мы еще слишком далеки от этого. То есть после того, как мы сделаем успешные импланты, все поймем, как передавать правильные сигналы в мозг там и так далее, я думаю, что до сновидений не дойдет, честно говоря. Я думаю, что хорошо, если мы считаем мысли. Я не очень в это сильно верю. Я не верю в возможность переноса там, мыслей в компьютер, чтобы там распараллеливать свои вычисления и так далее. Значит, я думаю, что у нас глобальная задача в этой области — это создать ту историю, в которой мы сможем понять, какие области мозга или нейронные связи, вообще глобально структуры мозга мы можем использовать больше, чем используем сейчас. То есть, грубо говоря, как начать думать интереснее, а не сны другие видеть. То есть не программировать сны, что типа, давайте я сегодня увижу, не знаю, как я там богатый проснусь или еще что-то вроде. Значит, а про то, что вот, грубо говоря, те сущности, когда мы, допустим, смотрим на нейронные сети, да, мы никто не понимаем, как они работают, как они придумывают ответ. Вернее, мы понимаем, как мы их создали, но у нас нет обратной связи, почему он так подумал. Да? А вот, грубо говоря, если мы сможем какими-то электронными структурами добавить некий функционал нашего мозга, чтобы мы глубже чувствовали, да, глубже быстрее вычисляли, быстрее думали, масштабнее думали, да, то есть, грубо говоря, расширим нашу собственную оперативную память, да. Вот это, я думаю, будет величайшее изобретение, которое приведет просто к удовольствию человека, потому что он может сделать больше. Вот я думаю так. Я просто не удержусь, как бывший доктор и психиатр. Я всячески за то, чтобы делать нейроинтерфейсы, всячески за то, чтобы улучшать возможности человеческого мозга. Но сны не надо трогать. Сны — это отдых мозга, это то, что ему необходимо для нормального функционирования. Хотите запрограммировать сон, научитесь так это делать. Это довольно просто на самом деле. Приснится то, что захочется.
Да, Сергей Васильевич, вы нас всех вылечите, я чувствую. Рано или поздно. У нас здоровых нет, только недообследованные. Да, друзья мои, давайте вот специальный бонус тем, кто в этот рабочий день дошел до нашей встречи. Да, вот я вижу уже поднятую руку. Один вопрос из зала. Да, пожалуйста, дайте микрофон. Ну, в контексте вот насчет образования вы говорили. Вот у нас как раз ОГЭ сейчас скоро очень. И вот раньше как раз социальные лифты и социальные лестницы зависели от сочинения вступительного. Люди думали, фантазировали именно сочинением. То есть, в принципе, дальнейшее все, что до выпускных экзаменов, ну и во время школы, и зависело будущее человека от того, что он создаст какой-то креативную индустрию в будущем. И его последующая деятельность, в принципе, тоже. И для его будущих детей. А сейчас все, мы как биороботы должны все рассчитывать для ЕГЭ. И вот этот социальный лифт, как вы думаете, вот нужно ли, вот как у вас там в Сириусе, да, по всей стране развивать именно в школьной программе, в образовательной программе именно сочинительство, вот, чтобы как раз как предмет может даже создать, вот, чтобы о будущем думали дети. Вот как это же программа и так далее. Спасибо. Это Максиму Петровичу, наверное, да, вопрос? Я не представился. Да, это ко всем. В принципе, ко всем, даже к вам, Валерий Валерьевич. Меня зовут Лагой Владислав, очень приятно. Спасибо. Да, но я думаю, все-таки Максиму Петровичу про образование, про... Коллеги, я думаю, что... Я сразу скажу, что у меня пока своих детей нет, поэтому я не могу оценить ЕГЭ, ОГЭ, как это влияет на ребенка. Значит, но, тем не менее, я сурово за эту систему. По какой точке зрения? Мне кажется, что все-таки это возможность любому ребенку проявить себя и попасть в лучшие вузы страны и так далее. Значит, без этого механизма, к сожалению, на данный момент, грубо говоря, в условиях такого капитализма, скажем так, по-другому невозможно. Я не чувствую, что ЕГЭ обязывает ребенка мыслить тестами. То есть мне кажется, что вся проектная деятельность, в школах, во многих школах есть проектная деятельность, да, система Сириуса, система ЗФТШ в Московском физико-техническом институте, где я работаю, и другие сущности позволяют ребенку развивать креативность. Вопрос родителей, наверное, готовы ли они тратить время, есть ли у них время и так далее, да, чтобы отдавать детей на кружки и т.п. Но я не чувствую, что ЕГЭ это ограничивает. Поэтому, на мой взгляд, действительно грубо говоря, Сириус, он всех детей, конечно, не может вместить, да, и пропустить через себя, но сейчас организовываются региональные Сириусы, да, то есть когда там дети едут в региональный центр, а потом, может быть, там в федеральную территорию Сириуса. Эта система выстроена, на мой взгляд, в нашей стране сильно лучше, чем в любых других странах, о которых я знаю. Вот, поэтому со стороны родителей я бы сказал, что развивайте эту историю, то есть пользуйтесь ей. Меня удивляет, что я со многими родителями детей 7-8 класса разговариваю, они не знают, что такое Сириус. Они слышали о федеральной территории, но они не знают, что туда можно своего ребенка отдать. И для меня это вопрос. Почему родители не узнают это? Вот это, на мой взгляд, намного большая проблема, чем... Максим Петрович, я вам скажу, потому что информации не просто много, а слишком много. Она потеряла свою ценность, и за ней уже никто не гоняется. От нее, наоборот, пытаются отбиться от любой информации, которая кажется лишней в моменте. А потом выясняется, что нет. Профукал и пропустил что-то самое важное. Окей, об ЕГЭ мы можем говорить бесконечно. Я вижу много рук. К сожалению, друзья мои, я должен извиниться. Мы из-за накладок чуть позже начали, и вот время наше вышло, нас сейчас попросят отсюда. Но не падаем духом. У нас первая встреча в большом цикле. Будем встречаться ежемесячно. Всех вас приглашаю. Следующая встреча будет 27 июня. Там будут тоже яркие, интересные, глубокие люди. Кто, пока не скажу, секрет. Сюрприз. И, конечно же, я вас всех приглашаю на симпозиум «Создавая будущее» уже в этом октябре.
да, меньше полугода. Следите за анонсами, все пройдет на этой великолепной площадке Национального центра «Россия». Если будет желание поделиться, покритиковать, вот, попредлагать что-то новое, пожалуйста, все социальные сети в вашем распоряжении, пишите нам, значит, на ресурсы Национального центра России. Вот, кстати, QR-коды, пожалуйста, можно переходить. Вот. Ну, а я буквально еще минуту, несколько мыслей, которые вот меня лично затронули, как модератора. Вы же видите, я сегодня не высказывался, только вопросы задавал. Вот. Хотя, конечно, было что сказать. Но наши спикеры великолепные. Я вот что для себя выписал. Площадки нужны, площадки есть, площадок мало. Это должны быть площадки высокого уровня. Вот так называемые точки кипения, где действительно все искрит. Вот, такие как Sirius, но не только Sirius. Площадки для обмена, взаимного опыления, оплодотворения, диалога. Это первая мысль. Вторая мысль. Как бы тяжело не было, как бы мы сегодня не были прикованы к информационной повестке, там кризис, там взрыв, там теракт, там война. Это время трудное, но на самом деле плодотворное. Оно дает то, чего нам всем не хватает. Оно дает импульсы, оно дает вызовы, оно требует от нас мобилизоваться и прыгнуть выше головы, а не расслабляться, не утопать в этом, значит, богатом материально, но интеллектуально очень скудном, я бы даже сказал, вредном вот, псевдокомфорте, который ведет нас только к вымиранию и деградации. Ну и еще одна важная мысль. Нам нужны инновации сегодня не столько технические, технологические. Тут уже горшочек варит, значит, и его уже, наверное, не остановить. Нам нужны инновации социальные. Иначе все технические достижения, к сожалению, с высокой долей вероятности на пользу нам не пойдут, а пойдут только во вред. Сделают нашу общую судьбу гораздо хуже, а не лучше. Ну, это моя рефлексия. Уверен, у каждого есть свое послевкусие. Повторяю, делитесь, не держите в себе. И 27 июня всех жду снова на этой площадке. Мы будем встречаться в другом зале, более обширном, вот, голубого цвета. Он выстроен как амфитеатр. Уверен, вам там понравится. Ну, а тему мы обязательно возьмем очень интересную и связанную с будущим, потому что сегодня у нас начинаются диалоги о будущем. Всем большое спасибо.